отправились в поход к лешим. Те, кто видят его впервые, называют отшельником. Но сам леший не любит, когда его называют отшельником. Я сначала не понял, почему. Но когда я изучил, что такое отшельничество, посмотрел на отшельников, то понял, что это люди, у которых что-то не получилось в жизни, и они отправились в лес, чтобы уйти от проблем. Часто отшельники просто бомжуют там. Виктор не такой. Он интересен тем, что не бомжует. Он изменяет среду вокруг себя. Он посеял вокруг себя тысячи саженцев яблонь, разных пород деревьев. Слава богу, ты пришел. Вить! Витя! Хорошо бахнул. А как речка называется? Пала. Пала? Пола. Речка. Ура. Виктор. Живет он около Великого Новгорода. Но живет он там свою вторую половину жизни. Сам же он родом из-под Новгорода. Всю жизнь работал лесничим. Всю жизнь он жил без людей на Дальнем Востоке. Занимался сбором женьшеня. И, собственно, он не ушел от людей. Он никогда с ними не жил. Поэтому Виктор Степанов представляет из себя особую породу людей, слабо контактирующих с цивилизацией. Вот так нормально? Да, вот так. Причем контакты эти не просто примитивны. Он выписывает научную литературу. Ну у них, конечно, прям вообще сантиметр, да. Мы появились у него в конце апреля и активно обсуждали тему заморозков, которые погубили у него большую часть урожая. А заморозки были у вас, да, вот в начале мая? 2 недели морозов, 4 до -8. Ну, поэтому Ничего не себе. зашло. Ну, у нас то же самое. Ну, парень, я тебя тоже подскажу. У Виктора образцовый сад. Все свободное время летом, весь длинный северный день он проводит, ухаживая за своим садом. Раньше он был больше, но, по-видимому, это оказалось не под силу одному человеку. И сейчас культурным является только близкая часть к его навесу. Кстати, о жилище. Принципиально он живет под навесом, не строит себе дом. Это отдельная тема. В качестве любезности он однажды отдал мне 150 саженцев барбариса. Когда мы выкапывали эти саженцы, это было что-то особенное. Каждый саженец сидел отдельно. Они сидели ровными грядками. Между саженцами не было ни единой травинки. Это изумительно. Сначала, когда Виктор появился в новгородской земле после Дальнего Востока, он был с сыном. Но сын, по-видимому, не выдержал такого режима и ушел от него. Виктор очень любит поговорить. Некрасиво. Когда к нему приходишь, он начинает рассказывать и не останавливается ни на минуту, ни днем, ни ночью.
И только когда он засыпает с трудом, он прекращает говорить. По-видимому, очень трудно одному сидеть в компании кошек и сейчас собак. Человеческое общение с человеком, которого понимает, по-видимому, стоит очень дорого. И Виктор пытается рассказать все. Он пишет свои какие-то милые стихи, думает о жизни, о природе, о предназначении человека, читает свою литературу, его любимый журнал «Химия и жизнь». В общении с большим миром он очень разборчив. Все время рассказывает истории про то, как пришли люди, наставили на него большие камеры, а он их не принял. Эти люди напоминают вихрь в его спокойной, размеренной жизни. Это не мое. Или где-то у вулкана, или что-то. Ага. Ох, меня накололи. Рассказать тебе, значит, года 4, наверное, или 5 назад. Ну, еще там ты такой, ну я жду такую фигню там, когда он щелкнет там, ну, сфотографировал. Ага. А он, зараза, снимает, хохочет, потом показывает. Вот. Ну, по-русски шпрехает. Я приезжал к Лешему и летом, и зимой. Каждый раз хочется попробовать хотя бы чуть-чуть прожить в этом режиме прекрасной природы. Новгородская земля очень слабо заселена. В окрестных деревнях почти нет жителей. Реки чисты. Правда, все обижаются на браконьеров. Браконьеры здесь свирепые. Не оставляют за собой ничего живого. А прикольно, что человека издалека слышно. То есть человек совсем не дикий зверь. Спасать только труднодоступность этих мест. Нужно как минимум час идти пешком. В нашей компании присутствовала девушка, профессиональный биолог Елена. Виктор, конечно, отвел душу. А они разговаривали целыми днями о своих проблемах, о редких растениях. Мне Виктор подарил молодила. Но хотя я живу за городом, я не смог обеспечить должные условия. Молодило ели собаки, оно падало, его рушили дети. И в итоге, прожив года 2-3, это растение не прижилось у меня. Ну, ладно. Молодил он в Африке, В молодил. Африке Сельская я не капуста. знаю, будет расти молодила или нет. У тебя? В Африке. я В говорю, будет Африке? расти. На Килиманджаро будет, Море наверное. выделил там спокойно. Брюссельскую капусту, если у тебя там весь бы камень был бы засажен. Но самое-то главное, он переносит минус 30 спокойно. Так, я тебе сейчас дам коробочку. Утром посадишь завтра, и у тебя будет. Не смогли же вы люди вытащить этот камень с пашни. Ну, если что, если желание, есть возможность. На любом камне, слушай, можно на любом. Совет тебе даю. Просверлить сможешь? Ага. Вот, ну, вот такой камень у тебя. Ты просверливаешь дырку, чтобы корень мог туда его проникнуть, до почвы. А прям насквозь надо. Он не конкурентен. Другие травы, ты что, меня что ли снимаешь? Вот, заплюет твою камеру случайно. Брызгаешь же слюной. Ну вот он, ну, видишь, он еле-еле телепается вон наверху. Видишь, маленький? Еле-еле. Сухо было. Наш визит был очень недолгим. Виктор рассказывал о себе. Как любой мужчина, он является хвостуном, победителем. Нам он демонстрировал, как он моет руки крапивой. Умылся уже. Красиво. Ну, я тоже как наспор прошла сквозь заросли. Ну что, снимал что ли? Нет, я не успел. Ну и хорошо. Почему хорошо-то? Лучше бы успел. Надо подготовиться, грим наложить. На крапиву грим наложить. Ну, Крапиву заменить нужной травкой. жирком помазать. Нифига, чтоб крапива. Она Все, пошли. Нам еще до Москвы нужно добраться. Я он сам чуваш, но он нам в Новгороде встретился. Это в филиале ВТИ. Ну, Новгородский филиал ВТИ. Ну, Ленинградский технический. Ну, то что-то бросил, ушел в тайгу. Ну, пошли на охоту. С разговора о себе он быстро перешел на рыбацкие байки. Его байки были таежные. День проходили, ключ медвежий, вылазили, ползовые спустились. Ну, ни хрена людей не найти. Ну, январь. Не найти. А у меня собачонка, мадамка. Вдруг она что-то такое, ну, как-то, ну, непонятно, что ли, что это. Ты, ну, показывай, что добыча. Ну. Пень стоит там метр 4 высотой, да еще с трещиной, кедровый. Ну, вот такой кедр,
такая стенка, а там выдержка. Ходили на медведя, он сунул руку в нору, обнаружил там медведя и сказал: о, медведь, давай брать. Он нашел медведя на ощупь. Ну что, давай, вырубаю дырку, засовываю руку, вытаскиваю. Медведь, ну что, будем бить, живо, будем. А такого никто не делал. Чтобы медведя на ощупь? Да, я вытащил, о, пощупал, хороший, давай, будем. Он рассказал, как он взял у медведицы медвежонка, но когда им показалось, что А второй случай еще один был, это 76-й год. медведю стало скучно или плохо, он отнес медвежонка медведице, и та его приняла. Когда у меня была любовница, москвичка, ну, это инженер, старший инженер там, лесопатологической экспедиции. Ну, тогда у меня был закон. Женщина, ступившая на порог моего зимовья, моя женщина. Извините, я вас не звал. Закон есть закон. Все. Ну вот. Татьяна Орлова. А у меня тогда Манька была, медвежонок. Очень особая история. Весьма, она со мной вместе была, с памятью напевала всегда. Ой, стой, ну ладно, не буду, а то отвлекусь. Ну что, вот Ваньке скучно, ты, вот это сам ты. А, пошел где-то, ну, с километров, не больше. У медведицы медвежоночка взял Ваньку и принес. Ага, она прямо тебе его отдала. Медведица. Коля, ты не смейся, я тебе говорю то, что на Не, самом я деле. понимаю, ну а что? Ну это не так, ну я А в ей таком- не жалко было? Ну в таком состоянии я мог забирать, так они же все меня знают. Я А, там то есть жил. ты как типа родной. Да, они, да, свой. Тогда я вообще хотел уйти полностью. Ох, какой свет хороший. У меня даже пахнет свежим. Ты что, я на самом деле, я планировал вообще от людей изолироваться, полностью уйти в природу. В этом году его обществе мне делать нечего. Ну, через несколько дней, да, ну что, вот она, Ванечка-то грустит, вот она говорит, ты, через 4 дня назад как раз. И она его приняла обратно? Да, да. Да не, вообще-то надо молчать, все равно не верит. Почему же я не верю? Я верю, просто... Ну, на самом деле, я полностью растворился. Вот она кличку Дерсов Зала получил. Я полностью жил в тайге. Все. Потом меня уже вытащили. Сначала это в ведомственный институт, потом в Академию наук выволокли. Виктор тяжелый человек, у него тяжелый характер, но для тех, кого он принял, он веселый и открытый. А самый лучший город теперь. Вот по-настоящему, да. Самый лучший мой город. Он относится к числу тех людей, которые достойны уважения. Он, в отличие от многих из нас, упорядочивает природу, делает ее лучше. Сначала ружьишко, потом винтовку, на плечо малокалиберное, ну, чтобы боеприпасы не таскать. Я из него кашки бил медведей, изюбров, кабанов. Патронов много, шишки сшибал, к примеру, для тренировки. Висят там на макушке, не падают. Это пенечек перебить надо. И кусочек новгородской тайги он превратил в свой любимый дальневосточный лес. Лена тебя не идет, ухмыляется. Леня ухмыляется, Леня не видит. Не, это... Все видно. Ну возраст такой, Леня, вот доживешь до моих годов, Я не доживу, ведь. Ты молод сильно. поймешь, что уже ни хрена не можешь, да хоть языком потрепать. Ну ладно, не может. Я думаю, даже через 100 лет останутся следы от его деятельности в виде яблонь, маньчжурских орехов, почему-то растущих в новгородских землях. Виктор не убежал от жизни. Я думаю, он просто живет. Он не умеет жить по-другому. Поэтому он не отшельник. Мы его зовем так, как он любит сам себя звать. Он леший, хранитель леса.
На обратном пути мы заехали к частному памятнику бесчисленным воинам, сложившим свои головы в Демянском котле. Люди, которые изучают это прошлое, они не просто копаются в нем, они также отдают свою дань уважения и памяти нашим отцам и дедам, которые сложили там свои головы.